Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. С вами Николай, Ноа. Где-то там еще одна тушка была со мной, Луна. Все вместе. Дон Леонсио, это одна из их игрушек. Такой. Я сегодня, как вы могли уже понять, да, все карты открыты, в принципе, буду пересаживать большую хою. Это разновидность компакта называется, да, сорт такой хоя компакта. Очень крупная досталась, она мне, вы знаете, за шоколадку. У одной моей приятельницы, которая заехала в новый дом, у нее там осталось несколько растений, там была еще одна хоя огромная, но я уже не стал брать, потому что ну куда мне их солить, эти растения. Поэтому это было пару месяцев назад. Вы знаете, кстати, она у меня уже живет даже больше 2 месяцев, она отцвела у меня, потому что она ко мне попала без цветения, она очень пышно отцвела. Я вам ее покажу еще раз сейчас, чтобы вы смотрели, пока я рассказываю, да? Она огромна, она жила на улице. Это растение жило на улице, и на нем жил, кто только не жил, когда она мне досталась. На ней был мучнистый червец, на ней была тля, на ней был, по-моему, трипс в небольшом количестве. То есть на ней было все. Может быть, на ней был еще кто-то, на самом деле, но больше всего было мучнистого червеца и тли. Да? Вот такого размера растения, огромные у нее вот эти побеги. Она сидит у меня сейчас в кашпо, так сказать, она сидит в том горшке, в котором она пришла. Горшок абсолютно уже не подходящий ей, потому что у нее даже там и земли толком нет. Честно сказать, я немного нехорошо к ней отношусь, в том плане, что я ее забрал. Я небольшой знаток этих растений. Да, была у меня парочка, я сейчас обрежу подвес, на котором она жила у меня здесь. Он мне не очень нравится, его форма, как он получился у меня. Поэтому у меня для нее уже есть другой, и чтобы не мурыжить себе голову, да, доставая ее из этого подвеса, я ее достану просто так, а его мы просто старый этот скинем. Все равно я их плету за 5 минут, поэтому бог с ним. Я это растение, эту хою, да, я с ней живу уже какое-то время, и каждый раз на нее смотрю и понимаю, вот видите, я ее поставил в такой горшок, но мы, кстати, в него сажать не будем. Я не хочу, мне нравится эта форма, именно для того, чтобы вешать. Я хочу взять вот такой горшок. Он, в принципе, практически одинакового размера с этим, только этот чуть поглубже. Так как я хочу ее посадить и забыть про пересадки, грунт для нее я сейчас вам покажу тоже. Я не грызу свои косточки. 2 дрочливые собачки. Смотрите, вот такая красота. Сейчас я ее достану. Луна, реляхате. Даешь им 2 косточки. Видите, у них там, отвлекемся, да, вот одна, вот вторая, чтобы не ругались. И они всегда должны сражаться за одну и ту же. Им всегда нужна одна и та же. Им не нужно 2, каждая. Нет, им нужна одна, чтобы соперничать. Такие вот удивительные растения, собаки. Хотя, наверное, это для собак и в целом для животных, да, как и для людей, чувство соревнования какого-то, да, показать свое превосходство, оно для них очень важно. В общем, сложно с ней работать, с этой красотой, такой огромной. Да, я постараюсь ее минимально повредить. Но сейчас я буду доставать из горшка. Грунт для нее я приготовил. Тут грунт для суккулентов. Да, достаточно много песка. Добавил кору. Кстати, мне тоже посоветовали добавлять кору. Кстати, вы когда будете смотреть это видео, да, как я уже сказал, что я не спец по хоям, по этим. Вы что, мне поправляйте. А может быть, мне что-то надо будет в будущем переделать. Я абсолютно хорошо отношусь к конструктивной критике, да. Поэтому поправляйте. Говорите, Нику надо было сделать так, сяк. В общем, здесь кора, грунт для суккулентов, перлит. Все. Грунт легкий, хорошо воздухопроницаемый. Это растение, как мне объяснила моя подруга, в которой я снимал в свое время видео в гостях, девочка местная, она мне объяснила, что эту конкретно разновидность, сорт хои, ее нужно просушивать хорошо, даже давать, чтобы листики слегка сморщивались, потом только поливать. Да, не нужно ее заливать, потому что она легко гниет. Она относится к суккулентам, да, и, соответственно, как и любой суккулент, она накапливает в себе очень много влаги. И накапливая влагу, давайте посмотрим, что здесь происходит. Ком корневой абсолютно сухой, как я и знал, потому что я его пересушивал. Да? Аккуратно мы сейчас его постараемся обобрать слегка. Даже не хочу ее сильно травмировать, потому что я не знаю, как она отреагирует на сильное убирание для старого грунта. Ну вот тут, знаете, я сейчас отберу старые листья. Жаль, у меня нет оператора, который бы вокруг меня ходил и снимал вам фрагменты. Конечно, камеру я не могу сейчас подскочить, передвинуть, поставить по другой угол, будет очень удобно. Не хочу травмировать растения. Здесь видны следы оставшегося осмокота, удобрения, да, этого гранулированного, которое мы сегодня будем с вами добавлять. Небольшое количество во время посадки.
Сейчас я отберу. Знаете, в целом выглядит она неплохо. Я вам сейчас ее покажу поближе. Можете видеть, да, корневой ком. Просто сухая очень. Сухая. И уже, так сказать, грунт. Я ее не буду, как я уже сказал, сильно тревожить. Но грунт уже видно, что видавший виды. Не знаю, сколько она проросла, эта хоя в данном горшке. Так понимаю, это горшок, с которым ее купили, повесили. И она, возможно, прожила в нем не один год. До такого размера, да. Как я уже сказал, этой девочке она была просто не нужна. Она не увлекается растениями. Она дала клич, типа эй-эй-эй, налетай, торопись, кому нужно, да, подходите, забирайте. И мне, конечно, не нужно было, но я решил попробовать. И на удивление она как бы совершенно не капризничает, да, как какие-то другие хои, с которыми я сталкивался по жизни. Посмотрим, как она отреагирует на пересадку. Я знаю, что ей нужно хорошее освещение. Она у меня, кстати, жила до этого все время в прачечной комнате, но там темновато. Для нее, как я понимаю, для хои темновато. Но и то она при этом все равно как-то начинала подрастать. Знаете, грунт очень странный, как будто бы кусочки коры здесь, и она прям волокла все. Я его, наверное, не буду мучить, данное растение. Вот так, чисто нижнюю часть кома отберу, а все остальное посажу просто так. Пусть живет как хочет. Да? Просто добавим свежий грунт, и она, соответственно, сможет новые корешки пускать в этот свежий грунт. И надо будет ее полить, конечно же. Полить после посадки, потому что не поливал я ее давным-давно уже. И все, нужно хорошее освещение, поэтому я ее перевезу к себе в спальню. У меня сейчас, вы знаете, в квартире огромные перестановки. Я не могу жить спокойно, когда у меня все время стоит на одном месте, мне постоянно, ну не постоянно, каждый день, да, но регулярно я люблю какие-то делать перестановки, как-то слегка освобождать. Кстати, тут растет новая веточка, я вижу прям в самом низу. Слегка освобождать пространство, да, как-то более делать его более функциональным. Я, кстати, смог вынести снова на балкон стол для себя, не для растения, а для себя. Вы знаете, так приятно, я решил, не хочу назад ставить на это место растения. Там у меня стояло много сансевьерий, я их сейчас распределяю по всей квартире. Сделаю, как я сделал вам несколько обзоров таких по комнатам, но я понимаю, что сейчас уже нет смысла дальше делать обзоры по комнатам, потому что в этих комнатах уже там ничего нет. Там стоят совершенно другие растения, либо наоборот те, которые я уже показал. Поэтому надо будет сделать общий такой, общечковый такой крупный обзор, показать все, что есть в квартире, но отдельно показать балкон. Потому что балкон, я говорю, стал просторней, стал комфортней. Да? И вот эта прекрасная хоя, она теперь будет у меня жить не в прачечной. В прачечной теперь будут установлены полки для сансевьерий, а она переедет в спальню на подвес. Также будет жить на подвесе. Я ее не хочу выращивать вот таким вот длинным кустом. Я хочу ее, вы знаете, я видел видео, как подкручиваю так веточки, да, одна на другую там. То есть, мне кажется, будет очень красиво. Знаете, вот. Не думаю, что нужно еще что-то здесь очищать. В целом, потому что, честно сказать, очищать особо и нечего. Вот я вам сейчас покажу этот ком. Его размер общий, да, и он очень такой незначительный, совершенно незначительный комочек, да, сейчас, секундочку, вижу, тут следы были от червеца, благо я его убрал, вывел. Ой, хоя, я знаю, любит червец, подлец, да, смотрите, вот видите, вот он весь ком земляной, совершенно небольшой, нелегко с ней работать, смотрите, вот он, вот размер всего кома, вот здесь, можно показать, видите? То есть он совершенно небольшой. Поэтому этот горшок, да, соответственно, я его посажу немножечко поглубже, то есть и будет ей место для роста примерно меньше половины горшка. Но так как грунт очень легкий, очень хорошо дренируемый, да, эти листья потрясающие, такие своеобразные. Так как грунт хорошо дренируемый, я думаю, будет ей все шикарно. Да? Не нужно сильно прям ее сажать по что-то очень маленькое. Ну и плюс, как я уже сказал, эти корешочки, которые уже утрамбованы как килечка в томате в баночку, да, я их сейчас немного стараюсь распрямить. Полив я ей даю в среднем, вы знаете, не часто. Я ее поливал за эти 3 месяца, 2,5 примерно 3 месяца, что она у меня живет, 2 раза. И вы знаете, нормально себя чувствует абсолютно. Но, возможно, надо, кстати, напишите, друзья, вот на такое растение, как часто вы бы поливали. Мне очень интересен опыт знатоков этих именно растений, да, потому что я в них не совсем сведущ. Было несколько у меня их в свое время. Некоторые росли очень плохо. Да? Кто-то даже, может, помнит одну мою хою, которую я купил, пересадил, она через неделю просто умерла. Не помню, как она называлась. Что-то типа
хоя. Была такая варигатная, вы знаете, и с красивыми такими тонкими листиками, не помню сорт. Были две других, которые росли довольно-таки хорошо. Одна такая серебристая, тоненькие листики тоже были. Она прям постоянно тянула новые усы свои эти, да, и росла хорошо. Другая росла средняя, то есть, смотря на какую нарвешься. Но вот это, мне кажется, сама по себе не шибко капризная. Тут еще есть листья старенькие, тоже их надо было убрать. Ну все. Я думаю, эту красоту я уже не трогаю. Все, я буду засыпать грунт свежий. Знаете, говорю, что не трогаю, а сам продолжаю ковырять. Какой-то такой инстинкт, знаете, ковырятеля. Ковыряю. Чего ковыряешь, непонятно. Вот продолжаю я развязывать эти корешки. Хочется, чтобы больше было соприкосновения у них с новым грунтом. Да? Потому что старый, но это ей-богу, это вот просто какая-то труха уже, абсолютно безжизненная. Ладно, все. Не буду дальше ничего делать. Сейчас я ее поставлю так в старый горшок, как есть. Да? Вроде больше никаких я не вижу следов грязных. Поливали ее явно водой не очень качественной. Ну, наверное, из шланга, скорее всего, она там висела на заборе. Скорее всего, ее так и поливали, да, из этого шланга. Поэтому на ней есть очень много еще следов накипи такой, знаете. Но, ¿qué pasa? Луна отбирает у нее эту косточку. За мной, видите, за мной прячутся. Не любят камеру абсолютно. Вот, если бы меня не было, они бы сейчас где-нибудь здесь. Если бы камеры не было, они бы где-нибудь здесь сейчас сидели. А так они за мной. Вот у них это место такое, знаете, где они защищаются от присутствия незнакомых людей. Так, ну еще одну ложечку. И даже две. Так, немножко осмокота. Давайте бухнем с вами. Есть здесь у меня ложка обычная, да, есть. Вот, у меня осмокот такой, универсальный. Я его добавлю. Он, по идее, должен идти с ложкой, но у меня ложки нет. Поэтому я добавлю, я не буду добавлять много, к тому же хоя в целом не требует большого количества питания. Вот так добавлю, знаете, так, прям посыплю. И все это сейчас я перемешаю еще. Да, и будет постепенно она питаться, я думаю. Все у нее будет хорошо. Так. Все, больше грунт я не засыпаю. Опять делать куда-то ложку. Вот он. Сейчас, чтобы осмокотик был повыше. Да? Можно потом еще будет маленькую щепотку кинуть ему, кустику нашему. Вы знаете, я сейчас проверю еще телефон. Я тут жду человечка, который должен был прийти у меня за несколькими черенками, но не идет. Люди бывают не очень ответственные иногда. Говорят, что приду, пожалуйста, сохрани мне. Зуб даю, вернусь за ним обязательно. Ты сохраняешь, ждешь человека, а человека нет. Ну, бог с ним. Мне не принципиально, сейчас сказать, какие-то продажи устраивать. Старый грунт поставим сюда. Новый поставим сюда. Вы знаете, мне кажется, ей можно еще немного подсыпать грунта. Или уже не перебарщивать. Нет, давайте я все-таки переборщу мальца. Так. Просто я, знаете, я мог бы взять горшок поменьше, но тогда она не войдет физически сверху. Да? То есть она не будет влазить. Поэтому надо будет просто аккуратно следить за поливом. Не перебарщивать с ее питанием, поливом. Но если учесть, что она повидала столько всего, ну да, вот так стало идеально, мне кажется. Давайте я вам... Нет, сейчас я ее сначала засыплю, потом покажу. Так вот, это хоя наконец-то. Знаете, дело, сколько прошло времени? 15 минут, это при том, что я тут еще разглагольствую, бог знает сколько. Да, если бы я ее пересадил сам для себя, вот так, не на камеру, там как-то еще, знаете, улыбаясь, там показывая что-то, то вообще, наверное, было 10 минут. Пересадка заняла бы. И висела она у меня 3 месяца. Ленюсь в последнее время пересаживать многие растения. Но вы знаете, ничего страшного с ними не случается. Просто надо быть более ответственным. Я сейчас в завязке на покупку новых растений. Абсолютно ничего не покупаю. Прям хочу максимально долго прожить без новых растений. Да, потому что они старые растут непрерывно, тоже, да, увеличиваются. Хочешь не хочешь, хотя у меня там много суккулентов, но они тоже растут. И всем нужен уход. И каждый раз, когда ты несешь новое растение, фактически ты отнимаешь, да, маленькую прям щепоточку возьму этого осмокота еще. Замешаю в этот грунт, который я сейчас засыпаю, и добавлю сюда.
И, грубо говоря, когда ты новое что-то приносишь, ты отнимаешь время у того, что у тебя уже есть старое. Да, вместо того, чтобы заниматься тем, что есть, например, пересадить, там, подкормить, проверить на вредителя лишний раз, почитать какую-то информацию, да, ты начинаешь заниматься чем-то новым. Я не скажу, что я небольшой любитель этих дел, небольшой любитель новинок. Я не так давно видел потрясающий антуриум, на мой взгляд. Я его увидел листовой. Стоил всего 13 евро, то есть не какие-то баснословные деньги, да. И он был шикарен, шикарен. Я его очень хотел купить, но, увы и ах, я решил включать почаще мозг. Не слушать свой голос, который вечно что-то хочет. Хочу, возьми. Неважно, где мы это поставим, да, главное возьми, чтобы этим обладать. Но и надо еще чуть-чуть включать мозг. Так, знаете, я продолжу сейчас засыпать это все дело. И покажу вам уже финальный результат, как моя красота это выглядит. Так, друзья, я продолжаю пересаживать, дополнять свежий грунт. Как вы можете видеть, постепенно, аккуратно, слегка потряхивая горшок, да, распределяя все необходимое между побегов растения. Не очень удобно с ней работать, листья у нее жесткие. В эти листья засыпается грунт, то есть приходилось кисточкой их потом очищать, прочищать, чтобы они не были засыпаны грунтом. Даже, как вы можете видеть, пришлось на себя один побег повесить сверху, чтобы я мог с ней хоть как-то работать. Да? Ну ничего, вы знаете, постепенно, минут 10 у меня занял весь процесс полностью просыпания грунта в центр растения и по бокам. И сейчас покажу финальный результат. Друзья, вот так выглядит моя красота эта. Смотрите, какого она размера. Это роскошь. Вот так она выглядит. Я думаю, грунта я ей подсыпал нормально. Да, в целом у нее был свой очень плотный ком. Я подсыпал только исключительно по краю. Ювелирная работа была проведена фактически. Так вот здесь чуть-чуть надломился этот лист. Один маленький, но ничего страшного. Если учесть, что здесь могло бы вообще быть просто мясорубка какая-то, да, с этими листьями, но мне кажется, все встало очень даже неплохо здесь у растения. И сейчас я ее отнесу в душ, напою ее, посажу ее на ее основу и уже вам покажу финальный результат, как я ее оформил. Вот тут поселилось, друзья, это красивое растение. Видите, я ее подобрал, ее косы. Она так выглядит намного пышнее, да, интереснее, мне кажется, она так выглядит. Листики еще сморщенные, только я ее полил, она прям хорошо напиталась. И буду наблюдать за ней, за ее ростом. Она пышна со всех сторон. Здесь она сейчас будет жить достаточно близко от окна. Все растения, которые у меня здесь живут, им света всегда хватает с утра. Восточная сторона, вот эта вся сторона залита солнцем. То есть намного больше, чем в прачечной ей было. Посмотрим, как она будет на это реагировать. И вот так она выглядит. Кстати, у меня здесь стоят еще сансевьери на новых подставках, но это я уже покажу в новых обзорах. И давайте еще разочек на нее взглянем. На эту роскошь. Вот такая огромная, красивая Хоя компакта. Живет теперь у меня в спальне. Мне кажется, она стала достойным дополнением. Свет яркий за окном. Поэтому не очень хорошо выглядит, хотя уже вечереет. Все, друзья, спасибо всем, кто был со мной. Пишите мне, давайте свои дельные советы. Я знаю, что горшок ей слегка великоват, потому что примерно до сюда она идет Хоя, да, сама. Все остальное это свежий грунт. Но он очень легкий, с большим количеством коры. Поэтому, я думаю, будет она чувствовать себя хорошо. Сколько ж уже можно жить в каком-то полугоршке, в полугрунте, в полу не пойми чем. Все, обнимаю всех, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.